Приветствую всех подписчиков и гостей канала. Рада видеть вас на моем новом проекте ниткотерапии. Сегодня не будет грандиозных расчетов и сложных комбинаций. К вашему вниманию вот такой вот свитерок, связан спицами, регланом сверху, без швов и ростка. Ленивый проект от Алены и Мии. Поехали! К вашему вниманию проект свитера Oversize. Он подойдет на размеры S, M и L или 44, 46, 48. Свитерок прекрасно тянется. Мои параметры вы видите на экране. Обычно я ношу SM, но я думаю, что этот свитер подойдет и на размер L. Просто не будет настолько оверсайз. На S будет более широкий. На M, я думаю, в самый раз. Точно так же обвод моей руки 17 сантиметров. То есть, смотрите, если у вас рука в кисти шире, то, естественно, вам нужно будет делать пошире, оставлять петелек побольше. Я в конце вам потом буду все рассказывать. Он достаточно длинненький. Вот смотрите, вот такой вот. Постараюсь вам, может, немножко камеру пониже сделаю, чтобы вам видно было. Видите, он прикрывает попу. То есть очень хорошо тянется и такой достаточно длинный, ну и широкий свитерок. Я больше люблю покороче, ну кто как любит. Свитер свяжет даже новачок. Если не делать вот этого листика посерединке и делать все в одном тоне, то, поверьте мне, сделает этот свитер даже тот, кто ни разу не брал спицы в руки. Итак, если вам тема понравилась, что-то вас заинтересовало, так что поехали. Вначале я расскажу теорию. Эта теория пригодится более девочкам, которые уже умеют вязать. То есть они просто посмотрят что-то для себя, возможно, возьмут какую-то идею. И потом вторая половинка видео мы будем с новичками все от нуля и до конца. Я расскажу и покажу, как что делается. Итак, теория, поехали. Значит, смотрите, я на спице номер 3 набрала 90 петель, провязала 4 ряда набором. Ну, конечно, Мия должна с вами поздороваться, так. Потом спицы номер 4 и вязала резинку 11 рядов, резинку 1 на 1, так. Потом сменила спицы на номер 5 и вот, смотрите, сделала такой вот переход. Как делать переход, я вам все покажу. Сначала 2 петельки взяла, такие вот рыженькие, 4 черные. Так, и таким образом вязала. Потом второй ряд увеличивала рыжий цвет. И третий ряд полностью рыжий цвет. Вот смотрите, добавляла, то есть поделила свои 90 петель на 18 клиньев, по 5 петелек каждая клин. И в 16 ряду вязала так: 5 петель накид, потом 3 ряда без накида, потом опять 6 петель накид, 3 ряда без накида и так далее, довязала до 17 петель накид. Вот. Потом поделила на туловище, рукава. Я вывязывала вот такой вот листик. Тоже покажу, кого интересует. Кто не хочет заморачиваться, никаких листиков, все вяжете обычной лицевой гладью. Я просто хотела себе, потому что мне было скучно без расчетов, и я хотела себе вот как бы усложнить задание. Здесь тоже вот эти вот зубчики, это я уже так себе придумала, такую идею. Вы можете делать без вот этих зубчиков. Как делала переход, я вам потом покажу. Вот, я думаю, что девочки, которые умеют делать переходы, то есть они видят, что это, в принципе, не сложно. Потом сократила петельки, вязала так: одну лицевую, 2 вместе лицевой. И вязала резинкой 1 на 1, после чего закрывала петли тоже фабричным набором, фабричным закрытием, иглой. Вот. Вязала спицами номер 5, потому что 6 и 7 мне не понравилось. Было рыхловато и тянуло. А сейчас вот еще раз пробегусь теоретически. Вот смотрите, 90 петель я набрала фабричным набором, используя дополнительную нить.
Так, от 1 по 15 ряд резинка. То есть первые 4 ряда фабричный набор, спица номер 3. Потом от 4 ряда по 15 ряд спица номер 4. Дальше 16 ряд я уже поменяла спицы на номер 5 и вязала так: 5 петель плюс накид. Накид не делала накидом, а поднимала петельку и вязала скрещенной лицевой, чтобы не было дырочки. Последующие ряды, то есть 17, 18, 19, все петли по кругу без прибавок. Дальше следующий ряд, это уже получается 20, я вязала так: 6 петель, потому что здесь, видите, 5 плюс 1, то есть 6, уже 6 петель плюс накид. Так, в итоге, вот я здесь напишу 6 петель, здесь 6 петель плюс накид, 7 петель. То есть в следующем ряду будет уже 7. Так, 21, 22, 23 лицевые без накидов. Следующий ряд, 24, здесь уже вязала 7 петель плюс накид, то есть клинья расширяются, так, и у нас в следующем уже будет 8. 25, 26, 27 лицевые петли без прибавок. 28 ряд 8 петелек плюс накид. 29, 30, 31 ряд лицевые без накидов. 32 9 петелек плюс накид. Ну и так далее, видите. И вязала так, вязала. Вот 10 петель накид, 3 ряда без накида. То есть в каждом 4 ряду я делала накиды. И здесь, смотрите, 44 ряд 12 петель накид, и в 45-м начала рисунок. Кого интересует, кто тоже хочет заморачиваться, вот в этом ряду начала делать рисунок. Видите, вот здесь 12 сделала в верхнем ряду прибавочки, и потом 3 ряда без прибавок, в 13-м прибавки. Здесь я комбинировала на рисунке так, чтобы рисунок не изменить. Делала прибавки или перед рисунком, или после рисунка. Так. Вот, следующие 3 ряда без прибавок, потом 13 петелек, опять же таки накид. Так, снова 3 ряда без прибавок, 52 ряд 14 петелек накид. Дальше 3 ряда без накида. Следующий ряд 15 петелек накид. Так. Снова 3 ряда вязала просто лицевыми без накида. 60 ряд вязала 16. Вот 16 петелек с накидом. Так, у меня потом получится уже 17. 3 ряда без накида. И 64 ряд вязала так: 17 петелек накид. И уже от 65 ряда у меня получается так: я отделила петли на спинку перед рукава, и петли спины вязала 11 рядов поворотными рядами и сделала как бы такой мини-росток. На подмышке набрала по 5 петель правую и левую и соединила туловище. Вот смотрите, после 64 ряда, так, уже на 65 ряду у меня вышло всего 324 петли. Я 324 петли поделила на 3, у меня вышло 108. Стандартный метод как бы ростка. Так, вот 108 петель. То есть 108 петель у меня перед, 108 петель спинка. И 108 оставшихся поделила на 2. Это рукава по 54 петли. То есть 54 петли рукава правый и левый. В итоге туловище у меня получилось так: 108 петель переда, 108 петель спинки, плюс 5 петель подмышки, 1 и 2, вышло 226 петель. Это все петли, которые у меня были на туловище. На рукав я подняла 72 петли.
54 петельки это те, которые я оставляла, плюс 5 петель подмышки и плюс 13 петель я подняла с ростка на спинке, там где мы 11 рядов как бы вязали поворотными рядами. Вот, и вот такой вот свитерок у меня получился. Размеры этого свитера, кого интересует, я делала по ВТО. Вот, росток у меня вышел 6 сантиметров. Хотя мы его не вывязывали за счет того, что на спине поворотными рядами делали. 4 сантиметра резинка. Теперь вот смотрите, регланная линия у меня 27 сантиметров после ВТО. Сама длина свитера вот от горловины спины и до окончания резинки у меня вышла 65 сантиметров. Это не в растянутом виде. Ширина свитера. Свитер достаточно широкий. Ширина у меня вышла 55 сантиметров. Но если растянуть, девчонки, то до 74 сантиметров растягивается. И то это не максимальное растяжение, потому что понятно, что такое изделие не может быть натянутым. И вот от подмышки рукавчик у меня 55 сантиметров. Вышел. Резинки везде по 4 сантиметра. Вот такие вот замеры. Сам листик у меня вышел 22 сантиметра в высоту и 22 сантиметра в ширину. Это кого интересует. Кто не заморачивается рисунком, то понятное дело, просто лицевая гладь. Вот такое вот тепленькое чудо у меня получилось. Да, кстати, я забыла, вам еще померяю, сколько сантиметров. О, Мия, конечно же, мне помогает, извините. От подмышки и до конца у меня вышло 42 сантиметра. Итак, что касается пряжи. Пряжа стандартная, все вязальщицы ее знают. Alize Classic Mohair. Плюс я брала вот такую вот ниточку кашемира, я ее заказывала на AliExpress, потом ссылочку оставлю в описании внизу. Кстати, все размеры, все рисунки будут в моей группе в Фейсбуке, так что добавляйтесь, там все увидите. Также использовала чулочные спицы, набор спиц, вот этот вот мой, которым я с вами делилась. Обязательно вам еще сделаю видео по этих спицах, уже сделала несколько видео, потому могу вам что-то об этом сказать. Ага, и да, кстати, хочу вам рассказать, вот эта вот конфетка, она меня как бы вдохновила на вот этот вот свитерок. Когда был Хэллоуин, и у нас падал немножечко такой, знаете, снег, а я купила для детей вот такие вот конфетки на Хэллоуин. И здесь сочетание оранжевого с черным, ну, Мия, конечно, должна проверить. Я, знаете, и те листья, которые там были желтые на улице под снегом, и у меня сразу в голове родился проект вот этого вот свитера. Я купила себе нитки вот такого вот кирпичного вот цвета оранжевого и черного. На весь свитерок у меня пошло 4 мотка оранжевого цвета, цвет 36, и пол мотка черного, цвет 60. Ну и брала вот такую вот кашемировую ниточку. Здесь 85% кашемира и 15% волокна, чтобы не было катышек. Эти ниточки очень хорошие. Здесь в 100 граммах 1100 метров. Ниточка тоненькая, то есть она очень хорошо мне помогла в использовании на рукавах, шее и на резинке внизу. Что касается метража, то здесь в 100 граммах 200 метров. Это Mohair Alize Classic, стандартный набор. Здесь изготовлено в Турции. Это обычные нитки турецкие. Очень хорошие, но, кстати, черные нитки были более пушистые и потолще, чем оранжевые. Так, что касается состава, то 51%
акрила, 25% мохера и 24% шерсти. Спицы указаны от 5 до 7. Ниточка вот такая вот очень пушистая. Пух немножко сыпался, но, скажу вам, не было критично. Хотя пришлось пылесосить пару раз, и летали вот эти вот пушинки, ну, я думаю, что это стандарт. Так, здесь вот эта вот ниточка кашемировая, мне, кстати, очень понравилась. Видно, что она натуральная. И она очень тоненькая. То есть, если вязать только с нее, то нет, она очень тоненькая. Она идет как бы... Или вязать ею нужно где-то в 3 ниточки, это 100%, или вот как я, дополнительная. Плюс вот такой вот рисунок листочка. Этот рисунок у меня будет в группе в Фейсбуке. Я все вам добавлю. Кого заинтересует, можете себе тоже как бы использовать. Ну и так повторюсь, у меня пошло 4 моточка оранжевые и пол мотка черного. Ну и плюс с катушечного там совсем немножечко пошло, потому что я делала только на манжеты рукавов, резинки внизу и на горловинку использовала. Также использовала дополнительную нить, она может быть любая, только не пушистая, желательно другого цвета. Вот, сделала вот такие вот пробники, я их постирала. Этот пробник вам представляю, это пробник связан спицами номер 7. Он наиболее пушился. После ВТО вообще распушился, смотрите, какой пушистый, но мне не понравилось. Во время стирки он не держал форму, это раз. Два, он такой вот рыхловатый, в такие дырочки, мне не очень понравилось. Здесь 15 рядов, 15 петель, 10 рядов, вот видите, 10 сантиметров ширины и 5 сантиметров высоты. Вот такой пробник. Кто любит такое рыхлое, но пушистое, то вполне можно. Дальше я попробовала пробником номер 6. На пол сантиметра была короче высота и ширина, но все равно было рыхловато, все равно мне вот как-то было не то. И вот пробник, который я попробовала спицами номер 5, это мне понравилось. Во время ВТО он особо не потянулся, не был настолько пушистый, понятное дело, потому что пух не выходит настолько, дырочки не рыхлые, но мне больше всего понравилось. Вот я сделала, померила, здесь 15 петель, 8 сантиметров и 10 рядов, вот 10 рядов, сейчас померяем сколько, 4 сантиметра, чуточку больше, 4, ну, скажем, 4 сантиметра в высоту. Если померить, сколько в 1 сантиметре петелек, то у меня вышло здесь 2 петельки в 1 сантиметре. Вот такой вот пробничек. Видите, он не рыхлый, он хорошо держит форму. В принципе, мне кажется, что если после нескольких стирок, то он тоже распушится. Но он не настолько пушистый, как пушистость было видно в пробнике, вязаном номером, спицами номером 6 и номером 7. И вот смотрите, в 1 сантиметре 2 петельки у меня вышло. Так. Вязала я в основном резиночки спицами номер 4, основную гладь вязала спицами номер 5, но фабричный набор набирала спицами номер 3. Все вам покажу поэтапно, как начнем вязать. Сколько петель набирать, я вам скажу так, что все зависит от того, как вы вяжете, плотность вашего вязания, ну и размер горловины. Или вы хотите при шее, или вы хотите более, то есть все зависит от того, как вы хотите. Если вас устраивает моя моделька, вот я не могу насмотреться на вот эту вот конфетку, потому что она надеялась, ну и в принципе у меня вышло, я очень довольна своим изделием. Сочетание цветов мне тоже понравилось. Надеюсь, что вы меня поддержите в этом. Итак, что касается рисунка, то скажу вам так, если вы новичок, то не заморачивайтесь.
Но если вы вязальщица как бы со стажем, скажем так, то можно и позаморачиваться, потому что я вам говорю, свитер очень-очень легкий. Практически никаких расчетов нету. И ну, нужно как-то себя занять, чем-то заинтересовать, потому что ну, просто вязать без никаких расчетов очень скучновато. Так, итак, начинаем. Я возьму спицы номер 3. Итак, начинаем вязать. Я возьму спицы номер 3 40 сантиметров, но помните, это только для фабричного набора. Остальные резинки мы вяжем спицами номер 4. Вот. Ну и делаем так. Будем вязать так, как я вам и говорила. Начинаем вязать с дополнительной ниткой. Я начинала вязать. Если вы не хотите, то можете, естественно, не вязать. Дополнительная нитка — это как бы фиксатор. Она более лучше держит форму. И вот возьму черную ниточку мохера и вот эту вот мою ниточку кашемира. То есть у меня получается, я только резинки, остальное все я вязала просто мохеровой ниткой. А вот начало горловинки, чтобы она не расхлепанная такая была, я буду вязать вот с ниточкой фиксатором. Ну, опять же таки повторюсь, это не обязательно. Так, и теперь смотрите, фабричный набор. Я беру нить другого цвета, по толщине плюс-минус такую же, как и основная моя нить для вязания. Эта ниточка у нас будет просто рабочая, мы потом ее удалим. И смотрите, что мы делаем. Фабричный набор. Мы берем так. Правой рукой придерживаем эти две нитки. Основная нить сверху, вот эта дополнительная снизу. Даем немножечко вот такой вот кончик, чтобы удобнее было придержать. И стандартным набором будем набирать. Вот. Спицы номер 3, повторюсь. То есть спицы берем на размер меньше тех, которыми мы будем вязать резинку. Резинку вяжем 4, потому я беру для фабричного набора спицы номер 3. И вот так вот стандартно набираем. Дополнительная ниточка внизу, основная нить вверху. И когда делаем набор, то во время набора у нас тоже должно получиться точно так же. Дополнительная нитка внизу, а основная вверху. Основная нить у нас черная, она вверху, значит все правильно. И таким образом мы набираем 90 петель. Вот. Плюс 1 петля для смыкания в круг. Вот, плюс 1. То есть сейчас у меня на спице номер 3 91 петелька, потому что одну петлю мы используем для смыкания в круг. Смотрим, чтобы вот этот вот прутик не перевернулся, был ровненький. Поправляем эти ниточки. Вот у нас изнаночная сторона, она видна, видите, вот так вот. И вот у нас лицевая сторона. И теперь нам наши набранные петли нужно будет сомкнуть в круг. И делаем вот так вот. Вот эту петельку нашу 91-ю мы перекидываем на правую петлю, правую спицу и протягиваем вот одну петлю через вторую. Видите? И возвращаем эту петлю обратно на нашу спицу. И обязательно подтяните вот эти ниточки, чтобы не было такого видимого, как бы видимой границы соединения. Просто подтяните хорошенько вот здесь нитки. Но саму горловину старайтесь не вязать туго. Делайте так, чтобы 90 петель — это максимальное количество петель на окружность головы от 56. Даже, мне кажется, до 60 нормально войдет. Но не вяжите туго. Если вы вяжете туго, то добавьте даже 95 петель. Если вы вяжете не туго нормально, тогда 90 петель достаточно для стандартного размера головы от маленькой до самой большой. Так? И смотрите, что мы делаем. Первый ряд. Вот эту петельку, которой мы соединяли в круг, мы из нее за переднюю стенку
мне на камеру не очень удобно, вот так вот, мы вывязываем петельку лицевой. Видите? Повесили маркер и вывязываем лицевой. Следующая петля у нас изнаночная, и мы должны бы вязать вот так, но нет. Здесь мы ее снимаем, не провязывая, нитка перед работой. Еще раз показываю лицевую петельку. Вяжем лицевой за переднюю стенку. Изнаночную снимаем нить перед работой, не провязывая. Просто вот так вот снять и все, нить перед работой. Это мы с вами делаем фабричный набор, первый ряд. Еще раз покажу. Петельку одну вяжем лицевой, потому что у нас будет резинка 1 на 1, лицевая, изнаночная. Так? И вот изнаночную петельку мы просто снимаем, не провязывая, нить перед работой. Не за работой, а перед работой. Вот так вот. И точно так же вяжем наши 90 петелек, встречаемся на маркере. Второй ряд. Вот наша лицевая. Мы ее на этот раз не провязываем, снимаем нить за работой, а изнаночную, наоборот, провязываем изнаночной. То есть первый ряд делали наоборот. Так? Вот лицевую мы снимаем, не провязывая нить за работой. Вот за работой. Изнаночную провязываем изнаночной. Я делаю тугенько, потому что у меня обхват головы 58 сантиметров, 57 где-то. И я хочу, чтобы у меня было так вот как бы при шее сразу горловинка, тугенько. Если у вас размер больше, тогда делайте свободнее. Вообще старайтесь делать свободнее горловину, чтобы вас нигде не перетягивало. Так, вот мы провязали второй ряд и теперь третий ряд. Третий ряд вяжем так же, как и первый. Вот. Мне на камеру неудобно. Вот за лицевую петельку вяжем лицевой за переднюю стенку. Изнаночную снимаем, не провязывая, нить перед работой. Это третий ряд фабричного набора. Лицевую вяжем лицевой за переднюю стенку. Изнаночную снимаем, не провязывая, нить перед работой. То есть точно так же, как первый ряд. Еще раз покажу. Лицевую вяжем лицевой. Изнаночную снимаем, не провязывая, нить перед работой. И так вяжем по кругу. Вот видите, у меня даже 40 сантиметров. Я сильно туго начала вязать, и мне пришлось вот леску немножко вытянуть. Кстати, вы меня поправляли, не леска, а леска. Девочки, хочу сказать, что я украинка, в жизни разговариваю украинским языком, так что говорю, как говорю, лишь бы вы поняли. Четвертый ряд. Четвертый ряд, как и третий вяжем, как и второй вяжем. То есть лицевую снимаем нить за работой, изнаночную изнаночной. Вот лицевую снимаем, не провязывая, нить за работой, изнаночную вяжем изнаночной. Лицевую снимаем, не провязывая, нить за работой, изнаночную вяжем изнаночной. И так вяжем до конца ряда. И встречаемся здесь на маркере. Это будет последний ряд нашего фабричного набора. И теперь вот эту дополнительную ниточку иглой или я, например, спицей, мы ее вытягиваем. Так, вот мы вытянули. И у нас получился вот такой вот фабричный набор. То есть двойной такой вот набор. Видите, как вот такой вот жгутик. Резиночка при таком наборе не растягивается сильно, а даже если растягивается, то возвращается в исходное положение. И теперь пятый ряд
мы меняем наши спицы с размера 3 на размер 4 и вяжем обычной резинкой лицевая, изнаночная. То есть смотрите, вот меняем спицы, так, лицевая за переднюю стенку, лицевой, изнаночная, изнаночной, лицевая, лицевой, изнаночная, изнаночной. Моя плотность вязания я вам показывала, я очень тугенько вяжу. Кто как вяжет, уже будете смотреть сами. И так вяжем лицевая, изнаночная себе на ту длину, на которую мы хотим. У меня вышло от 5 до 15 ряда, я вязала резинкой 1 на 1. То есть лицевая, лицевой, изнаночная, изнаночной. Так, и так вяжем по кругу на нужную нам высоту. Кто как хочет. У меня от 5 по 15 ряд. Вот я провязала. Всего у меня вышло 15 рядов резинки. Спицами номер 4. Вот резиночки у меня вышло 4 сантиметра. Если вы хотите горловинку более такую высокую, тогда вы просто провязываете себе длиннее саму резинку. Так, и что мы делаем теперь? Следующий ряд я буду вязать петельки лицевыми. Вот смотрите, 1, 2, 3, 4, 5 петель лицевых и делаю накид после каждой 5 петли. Только не стандартный, а поднимаю петельку и провязываю ее вот таким вот образом скрещенной лицевой, чтобы не было дырочек. Снова делаю 1, 2, 3, 4, 5 и делаю накид скрещенной лицевой. То есть увеличиваю после каждой 5 петли, делаю накид. 5 петель провязала, лицевой накид. Вот, и встречаемся на конце ряда. Вот посмотрите, я вам показываю, как мы вяжем. Значит, лицевую петельку мы вяжем лицевой за заднюю стенку, а изнаночную вяжем лицевой за переднюю стенку, чтобы петельки красиво ложились и не скрещивались. Видите? Вот 5 петелек мы вяжем лицевой и поднимаем 6-ю петельку, делаем как бы накид, только поднимаем и вяжем ее тоже лицевой скрещенной. То есть сейчас мы сделали переход от резинки до лицевой глади. Вот. Хорошо бы было здесь уже поменять спицы. Вот эту вот дополнительную ниточку я уже ее отрезала, она мне не нужна. Черную я оставляю, потому что я себе делаю еще зубчики. Если вы делаете в одном цвете, то просто меняем спицу на номер 5 и вяжем себе дальше. Вот спица номер 5. Пока я беру себе 40 сантиметров. И смотрите, следующие 3 ряда мы вяжем просто лицевой гладью, без прибавок. Так? Но я делаю себе зубчики. Если кого-то интересует, как это делать, то я вам покажу. Вот смотрите, у меня сейчас клинышки по 6 петелек. Помните, 5 накид, 5 накид. Вот 6 петелек я себе делаю вот такие вот как бы зубчики. Потому что у меня 3 ряда, это ряда без накида. То есть первый ряд мы сделали накиды и 3 ряда без накида. И в этих 3 рядах я сейчас разгуляюсь и сделаю себе зубчик, вот такой вот зубчиками переход в другой цвет. Повторяю, если вы делаете все в одном цвете, тогда вы просто вяжете все одним цветом, 3 ряда просто лицевой гладью. Кто хочет заморочиться так же, как и я, то делаем вот так вот. У нас 6 петелек. Каждые 6 петелек мы будем сейчас... Вот я привязала себе оранжевую уже ниточку. И что я делаю? Вот 2 петли я провязала черной ниткой. Так.
2 петли я вяжу оранжевой ниткой. Вот здесь вот я буду перекручивать ниточку. Обязательно здесь не стягивайте. Потому что если стянете, у вас не растянется просто горловинка свитера. Если вы новичок, то лучше без никаких цветов, там, переходов, вяжите просто одним цветом. Так, для девчонок, которые уже вязали, знают, что вот не стягивайте нитки. Оставляйте лучше побольше, свободнее, потому что вы будете горловину растягивать. И вот эти вот ниточки у вас должны быть свободные. То есть должна быть, как бы, оставляйте на растяжение. И снова делаем точно так же. 2 петли черные. Так, с наших клиней. 2 петли оранжевые. Снова 2 петли черные. Если будете делать так же, как и я, с клинышками, то помните, что растягивайте нитку, оставляйте здесь побольше вот как бы ниточки. Вот у нас 6 петелек, и мы вяжем так: 2 черные, 2 оранжевые, 2 черные, снова 2 черные, 2 оранжевые, 2 черные. Так. И так далее. И встречаемся на маркере на начале и конце ряда. Вот здесь вот. Так вот мы довязали, у нас 18 ряд. Или же второй ряд, скажем так, да, по смене спицы. Мы делаем так. Одну вяжем петельку черной, а 4 петли вяжем вот такие вот рыженькие, оранжевые. Но я после каждых 2 петелек себе переворачивала ниточку. Чтобы не было, чтобы было, в принципе, красиво. И когда одеваешь свитер, чтобы нитки там никакие вам не мешали. Так, вот у нас получается 1 черная, 4 оранжевые и 1 черная из клинышка 6 петель. Так, снова черная, 4 петли оранжевые. Видите, вот растягивайте, чтобы не было стянуто. Это очень важно. Так, вот 2 петельки. Я себе вот так вот их переворачиваю. Опять же таки не стягиваю, оставляю им место для маневра, для растяжения. Вот. 4 петельки оранжевые. И 1 петелька черная. Снова 1 черная, 4 оранжевые, 1 черная. Так, и так вяжем наш 18 ряд до конца ряда. Вот 1 черная, 4 оранжевые, 1 черная. Снова черная, 4 оранжевые, черные. Вот 6 наших петелек. И так вяжем до конца ряда. Встречаемся на маркере на 19 ряде. Вот наш 19 ряд. Мы уже черную ниточку можем отрезать. И все петельки вяжем оранжевой ниткой. То есть переход сделали, не просто переход, а сделали переход вот такими вот зубчиками. Видите? Вот мы провязали 19 ряд, или же 3 ряда у нас без накидов, так, лицевыми петлями. И теперь у нас 20 ряд, и мы будем делать накид, потому что помните, в каждом 4-м ряду мы делаем накид. Вот, черная нитка у нас отрезана, и теперь мы работаем с оранжевой. И делаем так: 1, 2, 3, 4, 5, уже должно быть 6, так, в клинышке, потому что 1 накид делали лицевой, и делаем накид.
поднимаем петельку, провязываем скрещенной лицевой. Вот, то есть увеличиваем снова наши петельки. Снова 1, 2. Здесь все петельки вяжем за переднюю стенку, потому что уже все петли лицевые. Так, 3, 4, 5, 6 петелек лицевых. И делаем накид. Поднимаем наши петельки и провязываем скрещенной лицевой. И так по кругу. 6 петель лицевыми накид. 6 петель лицевыми накид. Так. Дальше 3 ряда, то есть 21, 22, 23 ряда мы просто вяжем по кругу все петли лицевыми без никаких прибавок. Так, и теперь 24 ряд. Здесь мы вяжем так: 7 петель лицевых, накид. То есть мы 3 ряда там провязали все петельки без прибавок. И 4 ряд, 24 у нас, так, 7 петель лицевых, накид. Вот у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. У меня немножко выпало. Так, 7 петелек лицевыми. И делаем накид. Накид обязательно вяжите скрещенной лицевой, чтобы не было дырочки, чтобы вот эти клинышка были без дырочек и их не видно было. Снова вяжем 7 петель лицевых, накид. Так вот, накид. Провязываем вот ряд до конца, 7 петель лицевых, накид. Потом 3 ряда снова вяжем просто лицевыми петлями без накидов. 1, 2 и 3 без накидов. И следующий уже 28 ряд вяжем 8 петель лицевыми, накид. То есть увеличиваем наше клинышко. Видите? И у нас вот такое вот как бы такая юбочка получается. Вы одеваете себе горловинку, смотрите, хорошо ли у вас проходит горловина, и смотрите по плечам. Меряете себе. Я придумала себе рисунок. Если вы рисунка не хотите, то вы просто вяжете до подмышек, сколько вам там сантиметров надо. Я придумала себе еще рисунок листик. Кого интересует, то есть сейчас вам точно скажу, я для вас все писала. После того, как сделала 12 петель лицевыми и накид, это 44 ряд, в 45 ряду я начала делать рисунок. Вот видите, вот мои клинышки. Вот их 18. И каждый клин просто увеличивались петельки. Я вот поставила маркер на серединке ряда и начала вывязывать свой рисунок. Если вы рисунка не вывязываете, то вы просто, девчонки, вяжете до 45 там или какого ряда просто лицевыми петлями, и в каждом 4 ряду наши клинышки как бы увеличиваете, делаете накиды. Так? Вот, смотрите, я делала так. Рисунок, то есть 13 ряд, 14 ряд с накидами, и старалась делать накиды так, чтобы эти накиды были или перед, или после рисунка, чтобы мне рисунок не испортился. Рисунок очень легко, я вот сейчас вам один рядок рисунка покажу для новичков, может кому-то тоже захочется, и вы потом мне напишите, что я не показала. Вот, смотрите, по рисунку у нас так, белая крапочка это будет черные петельки. Так, обычные это рыжие. Вот, у нас выходит так. Вот, смотрите, наши, видите, черная нить. Я не вяжу рисунок по кругу, потому нить у меня будет вот так вот заворачиваться. Я ее оставляю, так растягиваю, чтобы не стянулся рисунок. Растягиваю, вот, заворачиваю за рыжую нитку. И вяжу так.
Там, где белая крапочка, я вяжу черной нитью. Там, где обычная крапочка, там вяжу вот такой вот рыженькой оранжевой нитью. Так, у нас по рисунку 1 черная, 3 оранжевые, 2 черные, вот, 2 черные, 1 оранжевая. Видите, я ниточку себе перебрасываю. Так, теперь маркер. Маркер, вот у меня серединка. Я себе зазначила серединку. Так, и вяжем дальше. 2 оранжевые. То есть все смотрим на рисунок. Все как по рисунку. Если вы не хотите заморачиваться, еще раз повторюсь, то вы себе вяжете там просто все петли лицевыми в каждом 4-м ряду. Делаете накиды, то есть увеличиваете клинышки. Так, я вот свяжу с вами один рядок рисунка, чтобы вы понимали, что значит вот эти вот крапочки черные и крапочки, то есть крапочки белые и вот такие вот бежевые. Это просто вывязывается рисунок вот так вот. Еще раз повторюсь, вы его растягиваете, чтобы он не был стянут, потому что будет некрасиво. Свитер сам по себе свободный, оверсайз. Если рисунок стянутый, то вы просто-напросто испортите вид свитера. Так, ну и дальше вяжем просто лицевой гладью себе. Вот, у нас уже что-то там вывязывается, какой-то рисуночек. И вяжем себе по кругу. Вот, смотрите, теперь я провязала себе до 64 ряда. Сделала 17 петель плюс накид. У меня здесь вышло без ВТО 25, по-моему, сантиметров. Сейчас я померяю в разложенном виде. Так, вот еще посмотрите, наши клинышки увеличиваются. То есть, еще раз повторюсь, если вы делаете без рисунка, то просто в каждом 4-м ряду вы себе увеличиваете петельки. Точно так же смотрите регланная линия. Если вы хотите свитер поменьше, тогда вы регланную линию делаете покороче. Вот у меня 25 сантиметров. Но обратите внимание, в начале видео я показывала свитер, и он потянулся на 2 сантиметра, потому что у меня вышла регланная линия после ВТО 27 сантиметров. Но сейчас, когда я вяжу, 25 сантиметров. Вот 17 петелек накида, 17 петель накид. Так, это 46 ряд. Вот такой вот рисунок у меня получился на изнанке. Видите, вот здесь вот будут вот такие вот нитки. Они мне не нравились. Можете их оставить так, если вы хотите, но мне не очень нравились эти нитки. Плюс они как не растягивал, немножко стягивали изделие. Потому я вам покажу потом, что я буду делать с вот этими остатками ниточек. Так, когда сделаем уже рисунок. Вот. Если вы не хотите ввязывать, тогда можете взять иглу и просто иглой вышить. Мне вышитое изделие, в принципе, тоже нравится, но я хотела, еще раз вам повторюсь, заморачиваться. Так? Теперь смотрите, вот после 64 ряда у нас с вами вышло 324 петли. Так, и мы их делим. Мы делим на петельки рукавов. Вот они у меня оранжевыми маркерами зазначены. И перед и зад. Так, розовый маркер это у меня начало и конец ряда. Зеленый маркер это серединка листика. Я так себе зазначила, чтобы мне видеть, как рисунок делать. Так, и вот смотрите, что мы делаем. Мы делаем так. Нам надо все-таки сделать какой-то росток, потому что иначе у нас свитер не будет держать формы. Вот этот маркер, он мне уже не нужен. Значит, я вяжу себе лицевыми до маркера, маркера оранжевого, так, до маркера рукавов. То есть провязываю спинку нашу до конца.
И вот последняя петелька я вяжу изнаночной, потому что сейчас начинаются поворотные ряды. И вот таким образом на изнаночной стороне я вяжу изнаночными. Так. И так вяжем до вот этого вот маркера. То есть полностью спинку мы вяжем поворотными рядами. Я провязала 11 сантиметров. Можете провязать меньше. То есть насколько вы хотите сделать себе вот этот вот росток. Если хотите сделать росток 4 сантиметра, то вяжите где-то 9 рядов. Я провязала себе 11 рядов, у меня вышел росток 6 сантиметров. Вы видели, как сидит на мне свитер, я думаю, что достаточно. Если человек более сутулый, или как бы больше такой, ну, толще, скажем так, то можете сделать еще больше себе. Но я думаю, что 11 это достаточно и на размер S, и на размер L. Я провязала 11 рядов. Вот смотрите, разложенный вид у меня. Петельки рукавов я оставила на леске. Спинку и перед на петли вот как бы разделила. И вот смотрите, спинка моя я провязала 11 рядов лицевыми поворотными рядами. То есть у меня сейчас на 5-6 сантиметров спинка будет как бы длиннее, чем петельки переда. Это и будет наш такой, скажем так, ленивый росток. То есть никаких там расчетов особо нету. И мы слаживаем вот таким вот образом наш свитер. Видите? И у нас получается задняя часть свитера, то есть спинка будет длиннее. И когда мы ее уравняем, то у нас на горловинке получается росток. То есть вот горловинка опускается и держит красиво форму. Видите? И не нужно никакого ростка рассчитывать. Теперь что мы делаем? Теперь нам нужно соединить наши петельки, чтобы вязать по кругу, поскольку у нас свитер будет без единого шва. Что мы делаем? На подмышке я набираю 5 петелек. Если вы худенькая, можете набрать даже 3 петельки, вам будет достаточно. Я набираю вот таким вот способом, хочу поделиться с вами. Мне очень нравится, нету никаких дырочек. Вот смотрите, пальцем большим я набираю и вот таким вот образом протягиваю петельку. И вот так вот я набираю 5, то есть 11 рядов спинки я сейчас проплела. То есть сделала себе такой ленивый росток и набираю 5 петелек на подмышке. Вот. Вот у меня 5 петель на подмышке. И теперь я буду соединять с петельками переда. Как соединяю? Обычным способом вяжу себе. Вот видите, вяжу себе лицевой гладью. То есть я сейчас хочу спинку и перед соединить и вязать наше туловище. Видите, вот так вот. И вяжем вот до вот этого момента. Покажу вам еще раз, что делаем с подмышками. Вот здесь, кого интересует рисунок, то вот у меня, видите, где много черных петелек, они белыми зазначены. Вот именно в этом месте рисунка я соединяла спинку и перед. Повторюсь, рисунок, кого интересует, я оставлю в группе на Фейсбуке. Вот, смотрите, последняя петелька, но мы ее вяжем лицевой, поскольку мы будем сейчас соединять. Это не будут поворотные ряда. И точно так же, или ряды, точно так же мы набираем здесь на подмышку. Так, точно так же набираем петельки. Тоже 5 петель. Покажу вам еще раз. Вот 3, 4 и 5. 5 петель. Так. И соединяем
наш перед со спинкой. И все. Теперь у нас получается, что мы соединили наше туловище в круг и будем вязать уже круговыми рядами. Я повешу маркер на серединку. Вот здесь вот, чтобы знать, где начало, где конец ряда. Так, поскольку вот этот зеленый маркер, это у нас листик, серединка листика. Так, и вяжем себе по кругу. Вот мы дошли до петель подмышек. Я хочу вам показать одну вещь. Для новичков это очень важно. Смотрите, мы вяжем петельки, которые мы набрали, за переднюю стенку. Вот так вот. Не за заднюю, а за переднюю стенку. Видите, петелька у нас будет вот такая вот ровненькая, чтобы не было дырочек. Все петельки, они не очень удобно будут набираться, но мы все равно их вяжем так, чтобы провязать лицевыми за переднюю петлю. Вот так вот. Все петельки вяжем лицевыми. И вот посмотрите, никаких дырочек нету, никаких протяжек нету. Но они, да, действительно, они как бы лежат не очень удобно. Но я думаю, что не так уж страшно. 5 петелек вам будет остановиться и провязать медленнее. Ну и теперь вяжем вот. Смотрите, вот так вот это выглядит. И вяжем теперь по кругу. По кругу вяжем на ту как бы длину, которая нам нужна. Если вы хотите свитерок сейчас очень модно коротенькие, укороченные, такие по пупок, то просто вяжите себе укороченный. Хотите длиннее, вяжите длиннее. Теперь смотрите, я хочу вам показать, что я делаю с вот этими ниточками. Я их разрезаю и вот здесь вот просто-напросто завязываю узелком. Мне так удобней, и рисунок очень хорошо растягивается. Не бойтесь, что рисунок, что нитки вот эти вот развяжутся. Я когда сделала ВТО, постирала, они так затянулись в пух, что их практически не видно было. Я вам покажу, сами увидите. Вот, видите? И когда нету этих ниток, то рисунок очень хорошо тянется. Отлично тянется и отлично выглядит. Итак, мы вяжем с вами по кругу. Вот наши петельки, которые мы сняли на рукава. Вы можете снять на дополнительную нитку, кто как хочет. У меня есть теперь уже леска, или как правильно, то я ее снимаю вот так. Вот очень довольна набором, девчонки. Очень удобно, если вы часто вяжете, очень удобно. Так, и теперь вяжем по кругу на нашу длину. Я от подмышки провязала, как уже вам говорила, 42 сантиметра. Мия, конечно же, должна вам показать, как нужно закалять моточек и проверять его на... Это такой контроль качества у нас. Люблю котов, надеюсь, вы тоже. Итак, вот хочу вам еще раз показать рисунок, кого интересует. От 12 ряда начиная. На 17 ряду я сделала, соединила туловище, довязала мой росточек. Здесь я немножко делала изменения, но вы тоже то же самое можете себе какие-то изменения сделать. И вот посмотрите, что у меня получилось. Я очень довольна. Вот такой вот листочек у меня образовался. Вот почему-то он у меня ассоциировался, этот свитер, этот цвет с листиком, таким оранжевым листиком на снегу. Не знаю почему. Но в принципе все вязальщицы, мне кажется, любят какие-то там себе строить проекты, выдумки и их реализовать в жизни. Вот смотрите, кстати, здесь у меня закончился второй моток. Покажу вам. Вот 2 мотка здесь вышло у меня. И 2 мотка у меня еще осталось. Если кто хочет связать укороченный свитер, то вот здесь аккурат мне было вот как бы по пупок.
Вот сейчас покажу вам вот так вот. То есть, если хотите укороченный, то можно уже пустить здесь черную ниточку и сделать резинку. Потому что я вижу сейчас очень модно делать вот такие вот свитера оверсайз в укороченном виде. Свитер очень теплый, он такой делает такую, знаете, пушистое облачко. И скажу вам, что мне хотелось подлиннее, мне хотелось теплого. Так, вот здесь вот смотрите, я сделала точно так же, не буду вам останавливаться с нитками, только уже ввела черную, то есть 2 ниточки вязала черными, 4 оранжевыми, первый ряд, второй ряд 4 нитки черными, 2 оранжевыми. И вот как бы сделала зубчики. Вот я провязала 10 рядов черной нитью. И смотрите, что я делаю сейчас. Сейчас я буду делать так. 1 лицевая. И здесь 2 петельки вместе лицевой. Только я их переворачиваю и вяжу за заднюю стенку, чтобы они были не перекручены. Видите, и так не видно будет, что я сокращала. Вот покажу еще раз. На черных нитках очень плохо отображает камера. Но надеюсь, вам видно. Вот 1 петелька лицевая. Следующие 2 петли я переворачиваю стенками в обратную сторону и вяжу 2 петельки вместе лицевой. Таким образом я сокращаю петли. Вот. Кстати, у меня было 226 петель, но на клине нужно 6 петель, потому я там 4 петли сократила перед тем, как делать клинья. И у меня вышло из 226 петель 222 петли. Так, чтобы вышло по 6 петелек делилось. И потом 222 петли, когда делала вот это сокращение, у меня отнялось 74 петли и вышло 148 петель на резинку. И теперь я меняю спицу на спицу номер 3, добавляю дополнительную нить, вот эту вот мою, и уже спицами номер 3 вяжу резинку 1 на 1. Вот 1 петелька лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная. Дополнительную нить, повторюсь, я добавила для того, чтобы резинка была более держала форму. И вяжем на определенную длину. Я провязала резинкой 1 на 1 15 рядов. Вот у меня вот вышло 15 рядов провязанных. Затем 2 ряда я вяжу патентной резинкой. То есть лицевую лицевой, изнаночную нить перед работой просто снимаю. И второй ряд наоборот. Лицевую снимаю нить за работой, изнаночную вяжу изнаночной. То есть после того, как я провязала 15 рядов резинки 1 на 1, 2 ряда я вяжу патентной резинкой. Ну и после этого закрыла петельки иглой. Как закрывать петли иглой, как нитку делить, все есть в моем видео. Теперь смотрите, теперь что касается рукавов. Вот я привяжу себе нитку, так, и начинаю поднимать наши петельки. Повторюсь, я на рукава на спице номер 5 40 сантиметров подняла 72 петли. Так, вот смотрите, как мы провязываем. Обязательно подъем тоже делайте с умом. Не берите одну петельку, потому что будет дырочка. Вот смотрите так, по вот этих косичках, и подбирайте сразу 2 петельки. Вот, чтобы не было дырочки. Вот я постараюсь поднять все петельки с вами, чтобы вы видели, как происходит подъем петель на рукава. Вот я стараюсь делать так, чтобы были косички. Повторюсь, у меня 72 петли было подняты на рукава.
Так, дальше те 54 петли, которые у нас есть. Я вот еще здесь подниму петельку, чтобы не было дырки. Так, дальше 54 петли мы вяжем лицевой. Это те петли, которые у меня вот на спице, у вас они будут или на леске, или на нитке, или на булавке. Провязала лицевой. И вот остальные эти петельки, кстати, это петли, которые мы вязали на нашей спинке 11 рядов. Вот мы их сейчас поднимем. В итоге у меня вышло 54 петли, те, которые на спице, 5 петель под мышки и 13 петелек я подняла. И вот эти 72 петли мы вяжем на нужную нам длину. Вот я провязала на нужную мне длину и теперь я делаю клинышки на рукаве. То есть 72 петельки у меня делятся на 6, соответственно, так. И я вяжу точно так же. Здесь я, как и низ делаю, вот смотрите, 2 петли черные, 4 петли рыжие. Ниточку после каждых 2 петелек я себе вот так вот переворачиваю. То есть на рукаве я люблю рукава свободные, тем более свитер оверсайз, мне кажется, некрасиво будет делать такие вот узкие рукава здесь. Потому я не сокращала ничего. Вот как 72 петли подняла, ничего абсолютно не сокращала, вязала просто прямым кроем 72 петли. Вот такой вот как бы длинный мешочек сделала, да. И теперь делаю вот клинышки и буду сокращать на кисти. И точно так же делаем, смотрите, следующий ряд уже больше здесь петель черных, то есть одна рыжая петелька, 4 петли черных. Делаем вот такие вот зубчатые клинья другим цветом. Если вы делаете все одним цветом, то тогда без заморачек вяжете себе одним цветом, да. Вот 4 петли черные, 1 петля рыжая. Так вот 6 петелек. 1 черная, 1 рыжая, 4 черных, 1 рыжая. И снова 1 рыжая, 4 черных, 1 рыжая. То есть мы здесь как бы вдражаем черный цвет в рыжий. Если, например, вы хотите резинку просто черным цветом, без вот таких вот зубчиков, тогда вы обычно просто делаете переход, да, одного цвета на другой. Я сделала себе вот как бы зубчиком, если кому-то интересно, показываю, почему я на этом останавливаюсь медленно, потому что мои зрители есть девчонки, которые первый раз вяжут, особенно девчонки с Польши, которые работают со мной на работе, они наоборот говорят: говори медленно по-русски, потому что моего родного украинского языка они не понимают. И просят, чтобы я показывала все. Так что извините, может кому-то не интересно, будете уже перематывать. Так, и следующий ряд, вот я уже рыжую ниточку отрезала, я ее потом себе спрячу. Я беру просто на иголку и прячу под нитки. Даю дополнительную нить, вот эту вот кашемировую мою, и вяжу уже черным цветом. Я провяжу 8 рядов черной нитью, лицевой гладью после вот этих вот моих зубчиков. Сейчас провяжу вот этот вот ряд, плюс еще дополнительно 8 рядов я провязала просто черной лицевой гладью. И теперь буду менять спицы на номер 3 и делать убавки. Убавки буду делать, вязать 2 петли вместе лицевой, потому сразу беру чулочные спицы номер 3, так,
И смотрите, что буду делать. Мы вяжем 2 петельки лицевой. Так, вот у меня 2 петли. Я меняю стеночками. Здесь маркер повешу вот так вот, чтобы он мне не мешал, но я видела, где начало и конец ряда. Так, вот. И вяжу 2 петельки вместе лицевой. Снова сменяю стенки. 2 петли вместе лицевой. То есть я как бы делаю в 2 раза меньше петель, чем у меня есть. Раз у меня 72 петли, таким образом я сделаю 36 петель на рукав. Но обвод кисти у меня, повторюсь, 17 сантиметров. Если у вас кисть потолще, тогда вы можете сделать себе так, как я сделала на туловище, например. 1 петлю лицевой, потом 2 петли вместе лицевой. Понимаете, так? То есть вы оставляете на кисть побольше петель. Поскольку у меня рука тоненькая, я сделала себе вот так вот. 72 петли. У меня с 72 петель вышло 36 петель. Так? И вот я вяжу себе резинкой 1 на 1, то есть 1 лицевая, 1 изнаночная, спицами чулочными номер 3. И провяжу я резинкой 1 на 1 10 рядов. Вот я провязала 10 рядов резинки 1 на 1 обычным нормальным способом. И теперь 2 ряда провяжу следующим способом, поскольку у меня закрытие петель будет иглой. Если вас интересует, то у меня под видео я вам дам ссылочку. Есть видео, где конкретно показано, как закрывать иглой. И теперь смотрите, первый ряд. Лицевую вяжу лицевой, изнаночную снимаю, не провязывая нить перед работой. Лицевая лицевой, изнаночную снимаю, не провязывая нить перед работой. Вот, лицевая лицевой, изнаночная, не провязывая, снимаю нить перед работой. И так целый ряд. Встречаемся вот здесь вот на втором ряду. Так, вот второй ряд вяжем противоположно первому. Лицевую снимаем нить за работой, не провязывая. Так, изнаночную вяжем изнаночной. Лицевую снимаем, не провязывая нить за работой, изнаночную вяжем изнаночной. Вот эти 2 ряда необходимы для фабричного закрытия петель иглой. Повторюсь, ссылочка на видео, как закрывать вот это все, у меня на розовых ниточках, все хорошо видно. Перейдите по ссылочке в описании и посмотрите, как закрывать фабричным набором иглой петельки. Вот. Я отмерила себе нитку. Обычно я окружность вот отмериваю 4 раза длиннее, чем у меня вот этот диаметр рукава. И теперь иглой буду закрывать петли. И вот мой свитерок после ВТО. Я его постирала вручную в тепленькой водичке, в линоре. Не рекламирую ничего, просто говорю как есть, для шерстяных изделий. Вот он у меня распушился и очень потянулся, кстати. Потянулся очень сильно, я немножко даже испугалась, потому что был такой огромный. И вот смотрите, когда его потрогаешь, что я выполаскивала, но все равно немножко пуха еще осталось. Но не критично. Пух очень длинный, скажу вам. И сами вот эти вот петельки, они тугенько ложатся один возле другого, потому особо не выпадает ворс. Нету ничего такого критичного. Вот, и оставляем вот так вот сушить. Вот свитер после ВТО. Он у меня потянулся где-то на 1,5 сантиметра в ширину и длину, 1,5-2 сантиметра. Вот такие вот у меня зубчики, те, которые я вывязывала, вам показывала. Клинышек практически не видно. Вот такие вот рукавчики маленьким таким фонариком. Свитер широкий, рукава широкие. Вот этот мой рисунок, который я вывязала, достаточно красиво выглядит.
Он не стянутый, я очень боялась, все хорошо. Вот эти вот наклейки я тоже, этикетки, да, я тоже покупала на Алиэкспресс. Кого интересует, могу вам ссылочку бросить в описании. Вот такой вот свитерок у меня получился. Если вам понравился, то буду благодарна за подписку, девчонки. Ставьте колокольчик, потому что, чтобы не пропустить моих следующих видео. Вот, если вы видите какие-то изъяны, не в том, как я говорю, потому что, повторяю, русский язык для меня это не родной язык, и я его использую только в ютубе. В жизни я говорю по-польски или по-украински, так что уж извините за какие-то ошибки. Если вы видите, что что-то не так и хотите мне посоветовать, обязательно напишите в комментарии, я не обижусь. Вот смотрите, после ВТО, видите, вот эти узелки, они как бы так в пух закрутились, что их практически не видно. Вот так вот на изнаночной стороне выглядит узорчик. Вот такой вот мой свитер. Честно говоря, я очень довольна. Он действительно ленивый, девчонки, потому что никаких ростков здесь особо-то нету. Просто на спинке 11 рядов поворотными рядами связала, и все. Он очень хорошо тянется. Подойдет на размер меньше, на размер больше. Конечно, он не приталенный, потому что здесь нету анатомических расчетов и ростков, но все же очень неплохо сидит. Вот посмотрите сами, как думаете, как считаете. Вот. Я люблю более укороченный вариант, тому делаю вот так вот. Немножко поношу, зная себя, и отдам маме. И мама, естественно, будет носить в удлиненном варианте. То есть у меня вот такой вот свитерок получился. Если вам понравился, обязательно поставьте пальчик вверх. Ну и подпишитесь, мне будет очень приятно. Мы с вами, девочки, творческие личности, потому даже конфетка может нас вдохновить на начало нового проекта. Потому спасибо вам большое за внимание. С вами была Алена и Мия. Рады были вам что-то показать и рассказать. Ну и до новых встреч, послушных ниток!